Эта поразительная история хорошо иллюстрирует, как невольная жертва может со временем быть настолько порабощена, что может стать полностью покорной, готовой всегда выполнять приказы другого человека. Подобное поведение хорошо продемонстрировано на примере многих пленных северокорейцев. В первые годы заточения этой девушки были приняты все меры предосторожности, чтобы избежать малейшей возможности ее побега. Ее держали либо прикованной цепями в подвале, запертой в ящике, похожем на гроб, либо пускали в жилую зону дома только под пристальным наблюдением. Но в конце концов, ее похититель стал настолько уверен в том, что контролирует свою рабыню, что в какое-то время фактически выпускал ее для работы. Она также была вознаграждена за хорошее поведение телефонным звонком своей семье и даже одним визитом к ним. Хотя в обоих случаях ей напомнили об ужасных последствиях для нее, если она переступит черту и скажет что-то не то. Удивительно, но она этого не сделала и в конце семейного визита оставила своих близких, верящих, хотя немного озадаченных, в то, что все было хорошо. Похититель, должно быть, испытал чувство триумфа после той поездки. Более чем вероятно, что он организовал эту встречу и пошел на все риски просто для того, чтобы раз и навсегда доказать, что он полностью контролирует саму жизнь девушки. Эта история может показаться вымыслом, но каждое слово в ней является достоверным фактом. И сейчас прозвучат самые ужасающие подробности, которые были получены от непосредственной участницы этих событий, девушки по имени Колин Стэм. А прямо сейчас нажмите на паузу и поставьте этому видео лайк. Это простое действие станет небольшой благодарностью автору фильма. И помните, что лайк ставится не ужасным событиям, о которых пойдет речь, а автору канала. – 19 мая 1977 года стояла приятная, хотя и пасмурная погода. 20-летняя Колин Стэн отправилась из своего дома в городе Юджин, штат Орегон, к своей подруге в Северную Калифорнию, на вечеринку по случаю ее, подруги, дня рождения. В качестве способа перемещения девушка выбрала автостоп. Предстояла самая обычная дорога. И рядом с девушкой остановилась самая обычная машина, внутри которой сидела самая обычная пара с младенцем на руках. Семья любезно предложила подвезти Колин. Абсолютно ничего не вызывало беспокойства девушки. Чего Колин не знала, так это того, что молодая женщина с ребенком по имени Дженнис была замужем за садистом, и что с подросткового возраста она много раз подвергалась рабству, поркам и пыткам со стороны своего извращенного мужа. И это была не условная игра, а реальная вещь. Ей причиняли боль. Часто. Сегодня Дженнис была добровольной соучастницей похищения по причинам, которые скоро станут известны. Дженнис Лэшли было всего 15 лет, и она училась в старшей школе, когда впервые встретила Кэмерона Хукера, которому на тот момент было 19 лет. Молодая девушка была эпилептиком, и ей было приятно внимание, которое уделял ей этот парень, который трудился на лесопилке. У Кэмерона было мало друзей, но недостаток друзей он восполнил чтением большого числа журналов с изображениями бандажа. Его особенно привлекали образы обнаженных женщин, прикованных цепями за руки, подвергаемых поркам или пыткам. Неудивительно, что Кэмерон решил оказать давление на свою новообретенную подругу, чтобы та позволила ему воплотить такую фантазию в реальность. Со своей стороны, Дженнис была ошеломлена, когда Кэмерон однажды отвез ее в какой-то лес, остановил машину и попросил позволить ему раздеть ее, а затем привязать к дереву, пока он ее хлестал. Такая просьба, мягко говоря, удивила бы любую девушку-подростка, но Кэмерон всегда грезил об этом. Дженнис могла испугать столь необычная просьба, но она больше боялась потерять этого сильного молодого человека, к которому она успела привязаться, поэтому подчинилась его воле. После этого много раз, даже когда Дженнис еще училась в школе, ее отвозили в уединенные места сельской местности, чтобы она служила объектом извращенных действий Кэмерона. Дженнис раздевали догола, подвешивали за запястья, растягивали, пороли и оскорбляли множеством других способов как до, так и после того, как она вышла замуж за Кэмерона Хукера. Дженнис приняла все это, даже когда ей было очень больно. Настолько девушка была неуверенной в себе и своей привлекательности для мужчин. Действительно, Дженнис была некрасивой, носила очки и была очень застенчивой. Когда Кэмерон Хукер встречался с ней, она была польщена,
И хотя в то же время она была напугана и несчастна, эта наивная девушка была покорна перед лицом его странных фантазий. В конце концов, в 1975 году пара поженилась и сняла дом в Ред Блафф, Калифорния. Мучения не ослабевали, а только усиливались. Была одна пытка, которую молодая жена особенно ненавидела. У Кэмерона был резиновый противогаз старого образца, который плотно прилегал к ее голове. Он закрасил стеклянную поверхность, чтобы Дженнис ничего не могла видеть. Он часто надевал на нее эту маску, когда избивал или душил ее до потери сознания. Но после нескольких лет подвешивания голой на деревьях, избиений до появления рубцов и чуть ли не утоплений, Дженнис Хукер с готовностью согласилась, когда Кэмерон предложил ей волнующую идею. Поймать девушку, которая станет его личной рабыней, с которой он сможет делать все, что захочет. Дженнис, полагая, что в этом случае ее мучениям придет конец, с готовностью согласилась. Она хотела ребенка и чувствовала, что если бы она жила нормальной жизнью, то могла бы реализовать свои амбиции. Было только одно «но». Кэмерон мог обращаться с пленницей как угодно, мог причинять ей любую боль, но не должен был вступать с ней в половую связь. Вот было условие Дженнис. Вскоре после этого была похищена одна молодая девушка, еще до того, как в ловушку попала Колин Стэн. Хотя годы спустя Дженнис рассказала полиции об этой девушке, дело так и не было раскрыто. В 1976 году в том же районе пропала 18-летняя Мари Элизабет Спанхейк, также известная как Марлис Спанхейк. По словам Дженнис, она была первой, кого похитил ее муж, который, как и в случае с Колин Стэн, намеревался сделать ее своей секс-рабыней. Однако девушка не готова была мириться с пленом. Предложив подвезти ее, Кэмерон и Дженнис отвезли ее в уединенное место, где девушку связали. Когда она слишком сильно шумела, вокруг ее головы в районе челюсти плотно затягивали ремень, а затем на голову надевали специализированный деревянный ящик. Но об этом устройстве будет рассказано позже. Эту девушку отвезли в дом Кэмерона и Дженнис Хукеров в Ред Блафф. И ее первый опыт пленения заключался в том, что ее раздели догола и подвесили за запястье к потолку, а затем избили. Ей было приказано не кричать во время избиения. Ей сказали, что она должна просто висеть и принимать порку, не крича и не плача от боли. Увы, жертва не хотела или не могла подчиниться и подняла такой шум, что в конце концов Кэмерон, как утверждалось, однако это не было доказано, перерезал ей голосовые связки. Позже Дженнис рассказывала, что Кэмерон говорил о желании иметь безмолвную рабыню. Конечно, Колин тоже заставляли молчать, но в менее жестокой форме, однако в течение длительных периодов времени. Но об этом чуть позже. В конце концов, подающий надежды рабовладелец решил, что совершил ошибку и должен закончить эксперимент единственным доступным ему способом. Утверждается, что он выстрелил девушке в живот из дробовика, но когда это не помогло, он прибегнул к удушению. На следующее утро он и Дженнис отнесли тело на холмы и похоронили его. Спустя годы Дженнис попыталась привести полицию к месту захоронения, но безуспешно, а Кэмерону так и не предъявили обвинение в убийстве. Но вернемся к основным событиям. Итак, в то прекрасное утро 19 мая 1977 года рядом с Колин Стэн остановились эти странные люди. Последующие 7 лет ее жизни были похожи на страницы из книги ужасов. Жестокостей было много, но лишь в редких случаях дело доходило до угрозы жизни. Колин часто причиняли боль, но не до необратимых повреждений. Однако она вечно терпела унизительные обращения. Как иначе описать то, что она часами подряд была прикована цепями лицом вниз к скамейке? Ее запястья и лодыжки были скованы, а шкив и цепь на одном конце были натянуты как на дыбе, так что ее тело было растянуто. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы чувствовать себя неловко и ощущать свою полную беспомощность. Как иначе описать осознание того, что на нее пялятся, когда она выставлена на показ, не только мужчина-похититель, но и его жена? Во время таких процедур она была полностью обнажена, и ее не покидало чувство, что она в любой момент может быть изнасилована. Как еще описать то, что тебя часами держали обнаженной, зачастую связанной в так называемой позе свиньи внутри тесной коробки? Конечно, это было лучше дыбы, но не намного. Как еще можно описать, что ей разрешали пользоваться ванной или судном только тогда, когда это разрешает ее хозяин?
Как еще описать, когда тебя подвешивают голым за запястье и хлещут плетью? Или связывают в неудобных позах на несколько часов подряд? Возможно, кульминационным актом унижения стал момент, когда впоследствии ей разрешили носить одежду и передвигаться по дому. Однако по команде Кэмерона «Внимание» она должна была немедленно раздеться догола, снять все, кроме своего рабского ошейника, встать на цыпочки и дотянуться пальцами до верхней части дверного проема. В такой позе ее будут держать столько, сколько того захочет Кэмерон. Дженнис, несомненно, иногда доставляла удовольствие наблюдать за страданиями другой женщины. Ибо до самого конца Дженнис ничем не помогала. Действительно, есть все признаки того, что жена Кэмерона наслаждалась видами и звуками жестокого обращения своего мужа с рабыней. Например, было много случаев, когда за то, что Колин не обращалась к Дженнис уважительно «мэм», Дженнис сообщал об этом Кэмерону, чтобы тот обеспечил надлежащее наказание рабыне. Такое наказание принимало разные формы. Например, несколько раз ее били электрическим током. Как минимум один раз ей жгли огнем кожу. Кэмерон, со своей стороны, всегда радовался еще одному предлогу для дисциплинарного взыскания. Очевидно, Дженнис нравилось любое неудобство, причиняемое Колин. Однажды, когда Колин поручили несколько заданий по дому, Дженнис сообщила мужу, что у рабыни это получилось не очень хорошо. Тогда Кэмерон связал Колин и начал подавать на ее тело разряды электрического тока. Как и многие женщины-партнерши жестоких мужчин, Дженнис с готовностью пошла в ногу со своим мужчиной, разделяя по крайней мере часть чувства собственности по отношению к человеку. Вспомните истории Пола Бернарда и Карлы Хамолки, Дэвида и Кэтрин Бирни, Фреда и Роуз Уэст, Иэна Брейди и Майра Хиндли, а также историю девочки Джинни Уайли и ее родителей. Ссылки на все эти истории будут в описании и закрепленном комментарии. Колин Стэн вышла из дома в Юджине, штат Орегон, утром 19 мая 1977 года. Она направлялась в город Вествуд, расположенный более чем в 600 километрах от Калифорнии, чтобы навестить подругу, у которой был день рождения. У Колин не было машины, и девушка не привыкла ездить автостопом, но она всегда тщательно оценивала тех, кто останавливался и предлагал подвезти ее. Она совершила уже несколько пересадок и находилась всего в 160 километрах от места назначения. Предыдущий водитель высадил девушку в месте под названием Ред Блафф, когда водитель синего Dodge Colt остановился и предложил ее подвезти. Кэмерон и Дженнис Хукеры везли с собой ребенка. Они выглядели как самая обычная молодая пара. Женщины и ребенок стали решающим фактором нормальности этих людей. Время в поездке шло достаточно приятно, пока они не остановились, чтобы заправиться. Позже Колин заметила, что водитель слишком часто смотрит на нее в зеркало заднего вида, и ей стало немного не по себе. В туалете станции техобслуживания она на мгновение подумывала вылезти в окно и убежать, но решила, что поступает глупо. Мужчина вряд ли что-то сделает с ней, пока вместе с ним находятся его жена и ребенок. Какими же ошибочными оказались эти мысли? Они возобновили поездку, но не успели далеко отъехать, когда Кэмерон объявил, что хочет заехать посмотреть захватывающую дух ледяную пещеру поблизости. У Колин не было возражений, когда он повернул машину на проселочную дорогу. Машина остановилась в глуши, и Дженнис с ребенком вышла, а Кэмерон заглушил двигатель. Внезапно вся атмосфера наполнилась угрозой, когда Колин приказали, приставив нож к ее шее, поднять руки над головой. Хукер спросил, собирается ли она выполнять приказ. Вздрогнув и испугавшись, когда острие ножа сильнее вдавилось в ее плоть, девушка просто сказала «да». Теперь она обнаружила, что ее запястья тянут вниз и сковывают наручниками за спиной. Затем ей завязали глаза. Она и не подозревала, что в ближайшие месяцы днем и ночью ей придется оставаться с завязанными глазами. Затем ее голову обернули плотным ремнем так, чтобы она не могла раскрыть рот. Ее лодыжки также были связаны. По дороге сюда Колин заметила рядом с собой на заднем сиденье машины странный предмет в виде коробки. Теперь она поняла, зачем он нужен. Ее заставили лечь на заднее сиденье, и девушка с завязанными глазами могла слышать звуки, которые она не совсем понимала. На самом деле это были звуки, издаваемые петлями и замками печально известного ящика пыток. Устройство, специально созданного Кэмероном Хукером для такого великого дня, как этот. Кэмерон показал себя опытным плотником. Этот ящик можно также назвать ящиком сенсорной депривации.
Сенсорная депривация – это частичное или полное прекращение внешнего воздействия на один или более органов чувств, которое приводит к снижению потока нервных импульсов в центральную нервную систему. Устройство представляло собой на самом деле не один ящик, а два. Один внутри другого с зазором между ними, заполненным изоляционным материалом. Ящики были сделаны из прочного дерева. Конструкция была шарнирной, обеспечивая отверстие, которое плотно облегало шею человека, чья голова была засунута внутрь. Позже Колин сообщила, что ящик очень туго сидел на ее шее. Девушка почти задыхалась, когда ее голова находилась внутри. Внутренний ящик был выстлан толстым ковром. Эффект был очень похож на хорошо известные кожаные маски рабов, но был гораздо более суровым, особенно потому, что это устройство ограничивало не только речь и зрение, но и слух. С головой, запертой внутри этого ящика, пленница была фактически изолирована от окружающего мира и понятия не имела, что происходит снаружи. Кроме того, там было невыносимо душно, а тесное отверстие для шеи сильно сдавливало горло и мешало полноценно дышать. Запертый таким образом пленник не мог ни есть, ни пить, ни слышать, ни видеть. В последующие годы ящик для пыток будет запираться вокруг головы Колин сотни раз, часто на несколько часов подряд. Собственный спальный мешок из вещей Колин теперь был накинут на ее тело, чтобы скрыть это странное зрелище от любых посторонних глаз, когда машина покидала защитный покров кустарника и продолжила свое путешествие. Все, что она могла сказать, это то, что они спускались по горной дороге. Было еще слишком рано, чтобы рисковать отвезти девушку в свой дом, поэтому Кэмерон и Дженнис остановились, чтобы перекусить, оставив свою перепуганную пленницу лежать в машине, гадая, что же ее ждет. Может быть, ее убьют ради забавы? Или, может быть, контрабандой переправят через границу и заставят заниматься проституцией? Эти и многие другие беспорядочные мысли беспокоили Колин, пока она ждала, что же будет дальше. Ей казалось, что прошла целая вечность, пока Кэмерон и Дженнис наслаждались едой. Если бы она только знала, сколько раз ей предстоит оказаться запертой в ящике для пыток, она могла бы предпринять последнюю попытку сбежать. Хотя это уже стало почти невозможным. Она едва могла двигаться и не могла позвать на помощь. Кэмерон Хукер долго готовился к этому дню и подготовился хорошо. У него даже был манекен для подобных тренировок. Не было никакой возможности, чтобы эта симпатичная молодая девушка сбежала от него. Теперь он держал ее под своим контролем. Следующее открытие было еще хуже. Стемнело, и теперь можно было безопасно переместить пленную девушку из машины в дом на Уок-стрит 1140. В некоторых сообщениях говорится, что ящик для пыток все еще был заперт на голове Колин, когда ее перенесли в дом. В других, что он был снят сразу же, как только связали ее лодыжки. Ящик был тяжелым, но не настолько, чтобы Колин с посторонней помощью не могла попасть в дом. В любом случае, ее наполовину внесли, наполовину втащили внутрь дома. Она не могла кричать, даже если была бы без ящика, так как ремень вокруг головы стягивал ее челюсть. Она все еще была с завязанными глазами, когда ее втолкнули в дом, через кухню и протащили вниз по ступенькам в подвал. Фактически это была камера пыток Кэмерона Хукера, и он стремился немедленно использовать ее. Он долго ждал этого дня. Сняв туфли, Колин обнаружила, что ей помогают забраться на вершину чего-то. Это был старый ящик для льда. Сначала Колин прикрепили ремнями к трубе, но вскоре они были сняты с ее запястий, по одному запястью за раз. Так что ее одежду можно было снять с ее тела, и девушка не могла выбраться. Теперь Кэмерон наслаждался тем, что снимал с Колин каждую вещь, пока она не оказалась совершенно голой. Колин чувствовала, как дрожат руки Хукера, когда он занимался этим приятным ему делом. Вскоре крепкие кожаные ремни заменили наручники, удерживающие ее запястья, когда их с болью протянули вверх через какие-то трубы. Она была вынуждена встать на цыпочки, и ее тело напряглось, но ненадолго. Внезапно ящик со льдом отодвинули, и Колин осталась висеть на вытянутых руках. Заключенная пиналась и кричала через кляп, который все еще находился во рту, но безрезультатно. Ей холодно сообщили, что ее похититель перерезал голосовые связки другой женщине, которая подняла большой шум. И он сделает то же самое с ней, если она не заткнется. И Колин вскоре узнал еще один факт. Ей было бы лучше, если бы она висела неподвижно и молчала, пока хлыст стегал по ее телу. Поначалу это было трудно,
Но в конце концов, в будущем Колин удалось более или менее добиться требуемого поведения. Это не то чтобы останавливало порку, просто немного ослабляло ее. Хукер не был готов полностью отказаться от этого приятного занятия. Скорее, он использовал обещание смягчения приговора как еще одно средство осуществления контроля. В конце концов, если рабыня оставалась неподвижной и молчала, когда ее пороли, 20 ударов плетью могли заменить 10. Кэмерон мог тихо улыбаться про себя, когда его рабыня подчинялась его требованию, хотя на самом деле это не влияло на уже ранее запланированное им наказание. У Кэмерона Хукера было много фантазий о рабстве и доминировании, но, несомненно, больше всего его волновала фантазия о голой женщине, подвешенной за запястье, и ее последующая порка. Он уже испытал кайф от этого занятия с первой пленницей и много раз с женой. Теперь настала очередь Колин. Дженнис надеялась, что она будет избавлена от будущих сеансов порки, поскольку теперь у Кэмерона была личная рабыня, над которой можно издеваться. Но хотя она ошибалась на этот счет, отныне именно Колин будет подвергаться большей части истязаний. Когда плеть впервые коснулась обнаженного тела Колин, она увидела под нижним краем повязки лежащий на полу журнал. В нем была изображена именно такая сцена. Вешают и порют обнаженную женщину. Колин словно перенеслась из солнечной Калифорнии в подземелье Средневековья. Все было бы хорошо, если бы не боль. Боль от удара плетью была в этот момент единственной реальностью в мире Колин. И как и любой из нас, молодая девушка не была готова к этому. Ее били плетью как по спине, так и по передней части тела. Затем мучитель остановился, а Колин продолжала висеть на ремнях. Кэмерон подвинул что-то под ноги девушки, так что теперь кончики босых пальцев ног Колин могли запросто касаться этого предмета. Идея заключалась в том, чтобы заставить Колин передвигаться взад-вперед. Это было сделать очень тяжело и болезненно. Этот вид бандажа, болезненный вид, больше всего возбуждал Кэмерона. Ему особенно нравилось заставлять свою пленницу предпочитать один вид боли другому. И он любил использовать свои кнуты. У него их было 4 на выбор. И некоторые из них были изготовлены им лично с особой любовью. Оставалось разыграть еще одну сцену. Кэмерон был так взволнован тем фактом, что этот давно запланированный день прошел настолько успешно, что хотел, чтобы его жена разделила его восторг. Он вышел из подвала и вернулся с Дженнис, после чего пара сняла одежду. Колин все еще могла немного видеть под повязкой на глазах. И занялась сексом на полу, прямо под их висящей пленницей. Это было очень странно, но это был не последний раз, когда пара совокуплялась рядом со своей рабыней. Колин было трудно поверить, что все это происходит с ней. На этом день все еще не заканчивался. Дженнис к тому времени ушла, оставив Кэмерон играть со своей новой игрушкой. Дженнис обычно уходила, когда Кэмерон играл наедине со своей рабыней, но иногда она оставалась и наблюдала. На какое-то время из-под тела Колин снова убрали опору, и она осталась висеть на ремнях. Потом мучителю это надоело, и он познакомил девушку с другим сделанным им ящиком. После наказания, хотя она не сделала ничего, за что ее следовало бы наказать, ее сняли с балки. Девушка была в восторге от этого облегчения, но облегчение длилось недолго. Теперь она оказалась в большом ящике. Существуют противоречивые сведения о природе этого объекта. Скорее всего, он стоял на полу открытой стороной к пленнице, которую затем заставили вползти внутрь и встать на колени лицом к Хукеру. Затем ее запястья были вытянуты назад и прикреплены цепью к внутренней части ящика. В конце концов, Кэмерон снова надел ужасный ящик для пыток на голову девушки. Затем этот ящик каким-то образом прикрепили к внутренней верхней части большего ящика. В таком уязвимом положении Колин предстояло провести всю ночь. Дженнис пришлось вернуться в подвал, чтобы посмотреть на новый пример работы ее мужа. Колин, конечно, не могла слышать, о чем идет речь, но по приглушенным звукам поняла, что они оба здесь. Она чувствовала себя особенно униженной, зная, что другие люди будут смотреть на ее обнаженные ягодицы и половые органы, и даже наслаждаться видом ее полной беспомощности. Дженнис вернулась наверх. Время тянулось мучительно медленно, и Колин начала стучать по бокам ящика в знак протеста.
Тогда Хукер вернулся и привязал ее лодыжки ремнями к бокам и добавил новое устройство управления – тяжелый ремень, туго натянутый и застегнутый вокруг ее груди. Он позволял совершать только очень неглубокие вдохи. Ночь в этом ящике тянулась мучительно долго. Девушка едва могла пошевелиться. И еще один урок, который ей нужно было усвоить. Дополнительный дискомфорт возник из-за ее бунтарского поступка, когда она стукнула о стенку ящика. «Подчиняйся или страдай». Таково было послание Кэмерона своей рабыне. Колин стояла на коленях, она не могла пошевелиться в своей неудобной тюрьме в течение долгих часов этой первой ужасающей ночи заточения. Она ничего не могла ни слышать, ни видеть из-за ящика для пыток. Это была очень эффективная форма сенсорной депривации, оставляющая заключенного в изоляции и беспомощности. Умная идея коварного ума Кэмерона Хукера. Колин все еще была с завязанными глазами и кляпом во рту. И эти ограничения усугубляли сильное чувство клаустрофобии, вызванное ящиком для пыток. Тем временем все ее тело болело после порки. Затем девушку оставили ночевать, но перед этим ей во влагалище вставили некий колючий фаллический предмет. Очевидно, это было извращенное сексуальное средство, предназначенное для нанесения неприятных, но не смертельных ударов током. Он не работал должным образом, но все равно остался внутри, что стало еще одним источником дискомфорта. Часы тянулись очень медленно. Колин едва могла спать, когда ее тело держали таким образом. Звуки исходили только от ее похитителя, который время от времени не мог удержаться и спускался в подвал, чтобы с огромным удовольствием посмотреть на беспомощную рабыню. Несомненно, Кэмерон в ту ночь испытал многочисленные эрекции. С головой запертой в ящике, Колин не замечала его близости, пока не чувствовала его холодные руки на своей голой плоти. Он был в восторге. Его хорошо продуманный план прекрасно сработал. Осложнений не было. Теперь никто не знал, где Колин Стэн. Никто не видел их на той проселочной дороге. Никто не видел ее в машине. И никто не видел, как ее вносили в дом. Когда вскоре после этого семья и друзья начали искать Колин, у них ничего не вышло. Она как будто провалилась сквозь землю и стала еще одной строчкой в длинном списке нераскрытых дел о пропавших без вести. Было только два человека, которые действительно знали, где находилась Колин. Кэмерон и Дженнис Хукеры. Только два. Даже сама Колин не знала, где она находится. Помимо удовольствия подвешивать и бить женщин, Кэмерон Хукер также наслаждался зрелищем того, как они висели обездвиженными в различных позах. Он был помешан на рабстве, но его представления о рабстве не были безобидными забавными идеями. Это рабство было тесно связано со страданиями его жертв. В течение длительного периода Колин часами и днями держали как своего рода экспериментальную куклу, которую отпускали только на короткие периоды времени, чтобы поесть и сходить в туалет. Кэмерон особенно любил добавлять к наказанию особую форму дискомфорта. Например, Колин могли держать связанной, чтобы она стояла только на цыпочках на одной ноге, или в различных неудобных позах, или связанной, висящей вниз головой. Ей также вставляли во все отверстия множество предметов, таких как вибраторы и фалоимитаторы. Хукер также вставлял туда собственные пальцы. Он также время от времени ставил ей клизмы. Он использовал различные формы зажимов на ее сосках и гениталиях. А однажды проткнул ее половые губы и надел золотую серьгу на ободранный и кровоточащий орган. Он утверждал, что это было сделано в целях идентификации. На самом деле это был еще один знак его обладания телом женщины. Что произошло утром второго дня, неясно. В некоторых сообщениях говорится, что Колин вытащили из ящика и приковали за лодыжки к длинной скамье. На самом деле к стойке, предназначенной для растяжки жертвы. Еще одной работе рук Кэмерона Хукера. Ее запястья были развязаны, и ей разрешили есть простую пищу. Девушка всегда была с завязанными глазами, и ей приходилось нащупывать еду. Затем ей приказали использовать подкладное судно, пока Хукер наблюдал новый опыт унижения, напоминающий японскую одержимость. Однако в других источниках говорится, что весь следующий день она оставалась голодной. Ее не кормили до ночи, а затем давали только немного картошки и глоток воды. Теперь она снова была подвешена в большой коробке с ящиком для пыток, прикрепленным к ее голове. Последним было жарко, к тому же была середина лета.
температура воздуха достигала 38 градусов. Прошло целых 24 часа, прежде чем ей снова предложили еду. Но Колин была настолько измучена жарой, что не хотела есть. Это взбесило Хукера. Он счел это признаком мятежа, который нужно было подавить. И снова подвесил Колин на балке, в то время как он безжалостно хлестал ее. Настолько сильно, что она фактически потеряла сознание. Когда он снял ее, она поела, как было велено. И это был последний раз, когда она отказывалась от еды. Что бы ей в дальнейшем ни предлагали, она ела. Даже если еда состояла из объедков с семейных тарелок. С тех пор, в течение раннего периода плена Колин, ее держали запертой в подвале. День за днем ее укладывали на что-то вроде устройства для растяжки. Ее запястья удерживались мягкими кожаными ремнями, а лодыжки – ремнями, прикрепленными к лебедке и цепи. В ранний период Колин большую часть времени держали обнаженной, и в обнаженном виде ее привязывали к этому устройству лицом вверх. Цепь была натянута, но не настолько, чтобы причинить боль, а чтобы держать ее в растянутом состоянии. Она не могла даже смотреть в потолок, так как все еще носила повязку на глазах, и большую часть времени ее держали с кляпом во рту. Таким образом, пленница часами оставалась лежать в состоянии крайнего дискомфорта, в то время как Кэмерон занимался своими повседневными делами. Какие приятные мысли, должно быть, витали в голове ее похитителя, когда он думал о беспомощной, обнаженной молодой женщине, часами лежавшей растянутой в его подвале, пока он занимался своими повседневными делами. Единственным человеческим контактом у Колин были случайные визиты Дженнис, которой, несомненно, нравилось наблюдать за другой женщиной в таком беспомощном состоянии. Неудивительно, что Дженнис время от времени тихонько проскальзывала в подвал, чтобы посмотреть на пленницу, лежащую в абсолютной наготе. Она ничего не сделала, чтобы помочь девушке. А у Колин не было передышки даже в туалете. Чтобы получить это благо, она должна была дождаться возвращения своего хозяина. Сумерки были любимым временем Кэмерона. После рабочего дня он мог расслабиться со своей игрушкой и поэкспериментировать с идеями, которые он почерпнул из публикаций о бандаже. Иногда он вешал и хлестал Колин, разумеется, обнаженной. Иногда каким-то неуклюжим образом связывал ее. Иногда он использовал стойку более болезненно, сильно растягивая Колин, когда наматывал цепи храповик, и оставлял ее на некоторое время болезненно растянутой. В этих случаях она почти не могла дышать из-за давления на ее тело. Но она не смела жаловаться. Никогда. Жалоба привела бы только к большему наказанию. Кэмерон Хукер требовал от своей рабыни абсолютного послушания. По окончанию каждого ночного сеанса издевательств над Колин, ее снова привязывали обнаженной к скамейке и оставляли так спать, пока девушка не в силах была пошевелить ни одним мускулом. К тому же, зачастую на ночь ей на голову надевали ящик, что доставляло дополнительные страдания. Когда ящик не надевали, Колин могла слышать по утрам звук соседских автомобилей. Только так она знала, что начался еще один день. Так, медленно и мучительно прошел второй, третий, четвертый и еще много-много дней. В итоге число дней в заточении превысило цифру 2500, что равно 7 годам. Многие болезненные уроки быстро подчеркнули необходимость немедленного и полного послушания. Кэмерон никогда не ослаблял контроля над своей рабыней. В один из дней ей срочно понадобилось в туалет. В то время на ней был и кляп, и ящик. Но она создала достаточно шума, чтобы привлечь внимание Кэмерона. Она умоляла, чтобы ей разрешили воспользоваться судном. За столь неразумную просьбу ее наказали плетью. Ей сказали, что в будущем, если она не сможет дождаться отведенного времени, ей придется просто мочиться в штаны. Одна из техник, используемых теми, кто занимается промыванием мозгов, состоит в том, чтобы разрушить любое чувство уединения в отношении нормальных функций мочеиспускания, дефекации и менструации. На протяжении всего своего плена Колин Стэн была вынуждена отказаться от любых мыслей об уединении во время этих процессов. Она могла использовать подкладное судно в своем большом ящике, но ей приходилось выносить его оттуда, опорожнять и чистить на глазах у похитителей. А в более ранний период ей разрешалось пользоваться ванной только тогда, когда это устраивало ее хозяина. В течение долгих часов заточения у нее возникало желание воспользоваться туалетом. Желание,
которая удовлетворилась бы только в том случае, если бы она испачкалась или обмочилась. Несомненно, этот факт понравился Кэмерону. В какой-то момент ее плохое питание и заключение привели к тому, что у Колин прекратились менструации. В первые месяцы Колин держали с завязанными глазами 24 часа в сутки, а также часто с кляпом во рту, хотя когда ее запирали в ящике для пыток, вряд ли было необходимо использовать кляп или повязку на глаза. Иногда ее запястья были связаны за спиной на длительное время. Естественно, ее кляп нужно было удалить, чтобы она могла есть. Но и здесь искали послушание. Она быстро научилась ничего не спрашивать и не говорить без спроса. Наказание следовало тут же, если она не подчинялась. Кэмерон всегда был готов найти любой предлог, чтобы наказать свою рабыню. Ей придется ждать, пока ей дадут еду, и дождаться, пока ее хозяин разрешит облегчиться. А во всех этих требованиях снова проявился садизм. Прошло всего несколько недель после того судьбоносного решения сесть в машину хукеров, но Колин уже была низведена до настоящего и жалкого рабства и могла делать только то, что позволяли ее похитители. Вокруг них были дома и люди, но это не имело значения. Надежды на побег практически не было. Дженнис обычно не принимала активного участия в издевательствах над девушкой, но ничем помочь ей не могла, даже если бы захотела. Она была слишком сильно вовлечена сама. Она знала бы, что если похищение раскроется, она тоже окажется в беде. На более позднем этапе коварный ум Кэмерона начал работать с новыми и приятными для него способами контролировать свою рабыню. В качестве еще одного шага в ее унижении ей теперь приходилось вставать на колени, когда она спрашивала разрешения что-либо сделать. Однако вопросы она задавала редко. Она рано поняла, что просьба о пощаде только еще больше возбуждают хозяина, как и слезы, которые она часто проливала. Чем больше она скрывала свои истинные чувства, тем лучше с ней обращались. Кэмерон Хукер был не из тех, кто доброжелательно реагирует на слезы и мольбы. Шли дни, потом недели, но повязка на глазах оставалась на месте днем и ночью. Унижение было одним из основных средств, с помощью которых Кэмерон Хукер усиливал свой контроль. Униженный человек чувствует себя бессильным и побежденным. С каждым новым унизительным опытом Колин все меньше чувствовала себя способной восстать против той роли, которую требовал от нее хозяин – быть послушной рабыней. Позже Колин познакомилась с другой конструкцией Кэмерона. По крайней мере, это предлагало альтернативу часами лежать обнаженной на скамье для растяжки. Это был деревянный ящик с двойными стенками, похожий на гроб. Достаточно большой, чтобы вместить человеческое тело. Теперь ее можно было положить туда и закрыть крышку. Особенно, когда хукеры хотели выйти из дома. Для дыхания были предусмотрены вентиляционные отверстия, но для заключенной не должно было быть никакого комфорта. Когда Колин должны были запереть в ящике, ее часто связывали. Цепь обвивала лодыжки и запястья, а также обвивала шею. Таким образом, она не могла вытянуться, чтобы петля не затянулась на ее шее. И ей приходилось лежать в ящике, выгнув спину назад. Цепь должна была обеспечить большую безопасность, пока хукеры отсутствовали. До сих пор все шло прекрасно, и они не хотели никаких неприятностей. Вполне возможно, что в их отсутствии освобожденный Колин удалось бы вырваться из ящика и сбежать. Но на самом деле, к тому времени у рабыни уже была абсолютно сломлена воля. В последующие месяцы Колин много раз сталкивалась с этой формой заключения. Когда Кэмерон не использовал ее в качестве объекта фантазий, она могла часами сидеть прикованной к клетке или лежать на скамейке. Обе формы заключения были неприятные, но, по крайней мере, время от времени они менялись. И время от времени происходило еще одно изменение. Колин оставляли прикованной к уборной, и она оставалась спать всю ночь на холодном кафельном полу. Колин также заставляли работать, чтобы заработать себе на жизнь. Хукерам практически всегда не хватало денег. В течение длительного периода ее запирали на несколько часов в другом специально сооруженном месте, в своеобразном ограничивающем сооружении, построенном Кэмероном под лестницей, где ей приходилось часами работать всю ночь, пока хукеры спали. Она выполняла такие задачи, как вязание макраме или чистку орехов. Эта работа началась, когда она все еще носила повязку на глазах. И для необходимости работать, повязка с глаз и другие ее ограничения были сняты, что было долгожданным облегчением. Повязка на глаза, а иногда и другие формы сдерживания, например, связывание рук, возобновлялись, как только поставленная задача была выполнена. По прошествии нескольких месяцев хватка Кэмерона над своей пленницей стала настолько сильной, что он решил,
что пришло время для следующего шага, который гарантировал, что Калин никогда добровольно не сбежит от него. Она станет его рабыней на всю жизнь, по крайней мере, пока он позволит ей жить. Весь план был закреплен в документе под названием «Контракт о рабстве». Это не было оригинальной идеей. Хукер почерпнул ее откуда-то еще. Он появился в подпольной газете. Но ему суждено было стать очень мощным инструментом не только для контроля над Калин Стэн, но и в ряде других случаев, когда женщины попадали в рабство. В сочетании с самим контрактом Кэмерон внушил девушке не менее мощную идею, что существовала группа, известная как «Компания», своего рода подпольное братство рабовладельцев, которые помогали следить за тем, чтобы рабы подчинялись своим хозяевам и не пытались сбежать. Циркулировала история, что за стенами обычного пригорода можно найти целую сеть секс-рабынь, таких же девушек, как Калин. Кэмерон утверждал, что заплатил $1500, чтобы зарегистрировать свою недавно приобретенную рабыню, и в обмен на это организация будет постоянно следить за ней. Девушке сообщили, что если она выйдет из дома, то за ней будут наблюдать информаторы. Кто-то может наблюдать из соседнего фургона или из другого дома. В случае попытки побега преступника отлавливали и безжалостно пытали. Одной из таких пыток было подвешивание жертвы за руки, прибитой гвоздями к балке. Она может даже умереть в результате наказания своих мучителей. В некоторых случаях она может быть продана другому хозяину, человеку с еще большей склонностью к жестокости, чем ее нынешний хозяин. Еще большее беспокойство вызывала угроза того, что в случае побега собственная семья женщины подвергнется жестокому наказанию. Тем из нас, кто живет свободно, может быть трудно оценить силу этих двух элементов управления. Вместе они образовали прочную стену, отгородившую пленницу. Калин сказали, что она должна подписать контракт о рабстве, и у нее не было выбора, иначе она понесла бы последствия. И она это сделала. В конце концов, Калин усвоила уже много болезненных уроков непослушания. Дальнейшие события ясно продемонстрируют силу этой идеи. Калин была пленницей Хукера более 8 месяцев, когда в январе 1978 года ей показали контракт. Хукер аккуратно перепечатал его на взятой на прокат пишущей машинке. Все эти 8 месяцев ее держали с завязанными глазами. Она даже отпраздновала свой 21-й день рождения с завязанными глазами, как обычно, а также закованной в ящик. На самом деле никакого праздника для Калин не было ни на Рождество, ни на Новый год. В оба этих дня в первый год заточения она оказалась запертой все в том же ящике. Теперь Кэмерон решил, что на этом новом этапе повязку можно будет снять. По крайней мере, одним мучением для девушки стало меньше. Но впереди их было еще много. Колин заморгал от непривычного света, пытаясь понять, что означают слова в контракте. Для придания серьезности в контракте был использован витиеватый юридический язык. Контракт раба. Настоящее соглашение заключается такого-то дня такого-то года от Рождества Христова между именуемой в дальнейшем рабыней и именуемым в дальнейшем хозяином, которые заключили настоящий договор о ниже следующем. Вышеупомянутая рабыня из скромной признательности за такую заботу и внимание со стороны хозяина обязуется предоставить, передать, подарить или иное все тело рабыни и каждую его часть без оговорок, а также всю ее волю относительно всех вещей, всю полноту ее души вместе со всеми привилегиями, преимуществами и принадлежностями или каким-либо образом относящиеся к ним. Также все права, право собственности, имущество, проценты, претензии, эго и волю рабыни в каждой их части. Навсегда иметь и владеть вышеописанным телом и душой со всеми их принадлежностями, отдавать их хозяину и любому из его доверенных лиц. Рабыня соглашается и обязуется исполнять следующее. Первое. Она должна немедленно, с полным усердием и энтузиазмом подчиняться и следовать любым указаниям и желаниям своего хозяина или его доверенных лиц, которые он или они могут выражать словом, сигналом, действием или любым другим способом. Второе. Она должна всегда оказывать своему хозяину абсолютное уважение и обращаться к нему только как сэр или хозяин. И должна занимать физически подчиненное положение по отношению к его, когда это возможно, и должна говорить с ним или иным образом подавать ему сигналы только тогда, когда он дал свое разрешение. Третье. Она должна постоянно держать свои части тела таким образом, который должен демонстрировать и гарантировать, что они полностью открыты для него. Она должна по приказу своего хозяина оставаться без одежды столько, сколько пожелает ее хозяин или его доверенные лица. Кроме того, и в частности,
Она никогда не должна скрещивать ноги в его присутствии, и когда она носит такую одежду, которую разрешает ее хозяин, она не должна носить нижнее белье и не должна покрывать никакую часть своего тела одеждой или материалом любого описания, за исключением случаев, когда действие и дизайн предмета прямо одобрены хозяином. 4. Она должна сохранять части своего тела для исключительного использования хозяином и его доверенными лицами, использование которых будет единственным источником ее удовольствий, и она не должна заниматься самоудовлетворением или каким-то любым физическим контактом с любым другим лицом. И кроме того, рабыня настоящим безоговорочно заявляет и признает свою вечную, безоговорочную преданность служению своему хозяину, к его полному удовлетворению. И она свободно признает, что предварительное потворство другим ее необузданным желаниям могло позволить ей принять низшие привычки, которые могут оказаться неудовлетворительными для хозяина, от которых она умоляет хозяина освободить ее путем перевоспитания с помощью телесных наказаний или физических ограничений или любых других средств, которые он, в своей мудрости, сочтет эффективными для воспитания ее единственного честолюбия и жизненному предназначению совершенно исполнить каждое его желание. В подтверждение пунктов настоящего договора рабыня ставит свою подпись, а ее хозяин соглашается принять ее обязанности, навсегда закрепив символический ошейник покорности на ее шее, в дату и время подписания настоящего документа. Избитая, изможденная и уже фактически превращенная в сексуальный объект с угасающими надеждами на побег, Калин подписала этот удивительный документ не без беспокойства и трепета, но она не смела ослушаться. Особенно, когда услышала о компании. Отныне она будет известна под своим новым рабским именем – К. Кей для соседей. В то время как Кэмерон сам подписал контракт под вымышленным именем – Майкл Пауэрс. После подписания контракта Калин обнаружила, что на ее шее надет облегающий, золотой металлический эластичный рабский ошейник. Это было неудобно, но теперь она, по ее мнению, была законтрактованной рабыней, так что не могла жаловаться. Действительно, она не могла даже говорить со своим хозяином без разрешения. Она должна постоянно носить ошейник как символ своего рабства. И теперь ее тело было открыто для Кэмерона, и он мог делать все, что пожелает с каждой его частью. Он уже делал это и раньше, но теперь это было официально. Это означало, что ее заставили поверить, что теперь она была рабыней на всю оставшуюся жизнь. Она должна была оставить любую надежду на побег. Она знала последствия, если попытается сбежать. Эта новая уловка оказалась, как ни странно, весьма успешной. Кэмерон Хукер испытал облегчение, обнаружив, что этот ход сработал так хорошо. Калин, хотя поначалу и колебалась, на удивление стала послушной рабыней. Затем подписанный договор позволил Хукеру выпускать свою пленницу, даже заниматься бегом и кататься на велосипеде в одиночку, поскольку Хукер осознавал, что его рабыня нуждается в физических упражнениях, которые помогут ей сохранить свою привлекательную внешность и тело. Она была полностью убеждена в реальности рабовладельческой компании, и Хукер во многом укрепил эту веру. Однако ее деятельность по-прежнему тщательно контролировалась, а пробежки были рассчитаны по времени. Когда однажды она вернулась с 15-минутным опозданием, ей запретили бегать снова. Хукер не рисковал. Должно быть, для Калин стало большим разочарованием лишиться этого удовольствия. Но она продолжила бегать другим способом. Однако в новых пробежках был какой-то садистский уклон. Ее хозяин теперь сопровождал бегунью на его машине, а затем требовал, чтобы она пробежала большое расстояние. Она будет вынуждена продолжать бежать дальше и дальше, почти полностью измученная, пока он праздно наблюдает за ней, не выходя из своего автомобиля. Как всегда, Калин не осмеливалась ни ослушаться, ни пожаловаться. Впоследствии Хукеры переехали из арендованного дома и поселились втроем в трейлере. Не имея больше подвала, он обеспечивал своей пленнице надежное заключение, перестроив свой специальный двойной ящик с небольшим отверстием для входа воздуха, установив его фактически под их большим водяным ложем. К этому времени Калин демонстрировала полное послушание. Очевидно, она была готова соблюдать подписанный ею контракт и опасалась действий теневых силовиков, о которых ей рассказывали. Но этого было недостаточно. Калин часами запирали в ящик под кроватью, особенно когда семья покидала трейлер. Пространство было достаточно высоким, чтобы вместить подкладное судно, которым Калин приходилось манипулировать, чтобы использовать, когда ее оставляли запертой на длительное время. Как правило, ей разрешали выходить из ящика на 1 час каждый день,
В течение этого времени ее кормили и разрешали пользоваться ванной. К этому времени у Хукеров было 2 маленьких детей, но родители каким-то образом скрывали от детей свои странные занятия. Для детей и любознательных соседей Колин была просто подругой, Кей, которая помогала по дому. С полностью промытыми мозгами и постоянными угрозами со стороны компании, Колин была вполне управляемой. Если она выходила из трейлера, то не предпринимала попыток сбежать и не подавала никаких намеков на то, что она пленница. Но несмотря на прекрасное поведение и подобострастное отношение, ее все же слишком часто запирали в ящике под кроватью на долгие утомительные часы. Кэмерон явно наслаждался идеей оставлять ее в этом замкнутом пространстве, хотя в этом редко была необходимость. Она едва могла двигаться, чтобы воспользоваться предоставленным ей судном. Высота ящика соответствовала длине от ее локтя до кончика пальцев. Кэмерон, должно быть, улыбался про себя, когда представлял, как его рабыня время от времени пытается работать своим телом над судном. Естественно, пара часто занималась любовью в постели над пленницей, которая лежала обнаженной и заключенной в своей тюрьме. Слушать хрюканье и стоны полового акта, разыгрываемого у нее над головой, было еще одним унизительным опытом. В этом расположении, безусловно, есть элемент извращения. Кэмерон знал, что делал. Заключенная под кроватью даже не представляла, сколько времени пройдет, прежде чем ее снова освободят. Часы шли незаметно в монотонной темноте. Все, что она знала, это звуки из комнаты над ней. В темноте своей темницы она не знала времени. Ей просто нужно было терпеливо ждать, пока Кэмерон не сочтет нужным снова ее выпустить. Эта форма бессрочного заключения была особенно жестокой, типичной для Кэмерона. Колин не говорили, как долго она будет заперта. Крышка запиралась на висячий замок, и время начинало тикать очень медленно. К тому же девушку окружала абсолютная темнота. Это была особая форма жестокости, которая не оставляла физических следов на страдалице. Затем жизнь в доме Кэмеронов снова изменилась. Примерно на год Колин была предоставлена большая степень свободы, и Кэмерон к этому времени убедился в своей власти над девушкой. Соседи часто видели, как она усердно работает в саду, но она мало с ними общалась. Внешне этим соседям она казалась такой же свободной, как и все. Несмотря на то, что ей теперь разрешалось ходить с Дженнис на прогулки, в том числе изредка ходить по магазинам и даже танцевать, она всегда возвращалась, всегда слушалась. Страх выйти за рамки, страх быть уличенным в каком-то нарушении, а затем быть схваченным и увезенным навстречу какой-то ужасной судьбе присутствовал всегда. Идея о существовании компании была, безусловно, мощной концепцией. В какой-то момент Дженнис потеряла работу, поэтому Кэмерон отвозил Колин в Рино и другие соседние города, где она была вынуждена попрошайничать на улицах. В очередной раз Колин терпела унижение от рук своего хозяина, но она не смела жаловаться на то, что ее низвели до такой роли, и не пыталась рассказать о своем тяжелом положении незнакомцам, у которых она просила милостыню. Если ей пришлось умолять, так тому и быть. Это был просто еще один эпизод в длинной саге о жизни рабыни. Колин теперь чаще ходила по дому одетой, чем обнаженной, хотя по условиям контракта ей не разрешалось носить нижнее белье. Под верхней одеждой она всегда была обнажена, и эта мысль, должно быть, взволновала Хукера. Хукер придумал так называемое упражнение на внимание. Всякий раз, когда он кричал «Внимание!», Колин приходилось прекращать свое занятие и немедленно снимать всю одежду, которая была на ней, а затем вытягиваться всем телом на цыпочках в дверном проеме, кончиками пальцев касаясь арки, и стоять в таком положении до тех пор, пока хозяин не разрешит вернуться к делам. Период, в течение которого она оставалась там, мог быть коротким или долгим, и, конечно, не только Кэмерон наслаждался видом растянутой обнаженной женщины, но и Дженнис. Потянувшись на цыпочках и, несомненно, чувствуя себя очень уязвимой, девушка в любую минуту могла ожидать удара хлыста по своему телу, и, как всегда, не представляла, как долго ее можно будет держать в таком неудобном положении. Она не осмеливалась жаловаться, как бы ни болели пальцы на ногах. Но были и куда худшие пытки, чем побои, растяжение и подвешивание. Были удары током и даже ожоги, а иногда она чуть не захлебывалась, когда ее голова находилась под водой в ванне. Сама Дженнис также подвергалась пыткам водой. Первый и, вероятно, самый ужасный инцидент, когда Колин чуть не утонула, произошел после того, как девушка провела в плену 3 месяца. Все это время ей не разрешали как следует помыться, поэтому Хукер решил, что ей нужно принять ванну.
У Хукера были фантазии с женщинами, тонущими в воде, поэтому в приказе принять ванну действовал скрытый мотив. Колин с нетерпением ждала возможности принять ванну, но ей не разрешали помыться самостоятельно. И ее мыл Кэмерон Хукер, что было еще одним унижением. Хукер связал запястье Колин за ее спиной. В то время у нее все еще были постоянно завязаны глаза. И в тот день ей также заклеили рот клейкой лентой. Остался незаклеенным только нос, через который она могла дышать. Затем он сделал импровизированную распорку из метлы и привязал ее широко расставленные лодыжки к перекладине. Каким-то образом обнаженную в таком виде девушку заставили подняться наверх в ванную. Даже такая операция должна была понравиться Кэмерону. Это еще раз подчеркнуло беспомощность девушки. В ванной Хукер накинул распорку на ванну, держа Колин лицом вниз, а затем погрузил ее голову под воду. Он делал это много раз, пока девушка не захлебнулась и чуть не утонула. Затем он оставил ее лежать лицом вниз в наполовину наполненной ванне, а сам сделал ее откровенной фотографией. Со связанными за спиной руками и привязанными к распорке лодыжками она оказалась совершенно беспомощной, и ей пришлось изо всех сил пытаться вытащить нос из воды. Позже Колин рассказала, что ей казалось, что тогда она была очень близка к смерти. И это был не последний раз, когда она испытала пытку водой. После этого эпизода Кэмерон приказал своей жене Дженнис расчесать сильно спутанные волосы Колин. Дженнис вскоре обнаружила, что расчесать волосы практически невозможно, поэтому она взяла ножницы и грубо отрезала большую их часть. Это была очень непривлекательная стрижка, но Дженнис это не смутило. Это было еще одним унижением для пленницы. Кэмерона Хукера интересовал не только контроль, но как всякий истинный садист, он любил причинять настоящую боль и искал для этого любую возможность. А еще он сделал много фотографий своих рукоделий, которые, по понятным причинам, научился проявлять сам. До цифровой фотографии это был единственный способ гарантировать, что изображения не попадут в чужие руки. Ему удалось уничтожить большинство из снимков, но некоторые все же остались. На одном изображена Колин, растянутая обнаженной на скамейке. Ее запястья и лодыжки связаны кожаными ремнями. На другой фотографии она изображена подвешенной за руки к стене, но на этот раз одетой. В других случаях пленницы прижигали соски сигаретами, подвешивали вниз головой, держали связанные в различных неудобных позах в течение длительного времени и неизбежно заставляли удовлетворять сексуальные аппетиты Хукера в отсутствие его жены. Хукер заранее пообещал Дженнис, что он не будет заниматься сексом со своей рабыней. Какое-то время Дженнис ходила на работу каждый день, и, оставшись наедине со своим имуществом, Кэмерон участвовал во всех возможных сексуальных действиях, кроме простого вагинального полового акта. Все же он старался выполнить условия жены. Сюда входили частые сеансы фелляции и содомии. Кэмерон испробовал множество действий, связанных с введением различных предметов в задний проход и влагалище рабыни. В конце концов, однако, он поддался соблазнам тела своей рабыни и забыл обещание, которое дал своей жене. Колин, конечно, не приветствовала эти успехи, но она не могла ничего сделать, кроме как позволить своему хозяину совершить желаемое. В противном случае следовали бы жестокие наказания. Несмотря на присутствие рабыни, Кэмерон также тоже время от времени подвешивал, хлестал и растягивал свою жену Дженнис. Теперь он мог испытать двойную степень удовольствия. Обеих женщин он иногда выводил в кусты, где Кэмерон подвешивал их к деревьям и избивал обеих в волю. Жена, видимо, не возражала или боялась. Год относительной свободы Колин в конце концов закончился, потому что женщины начали ссориться и создавать проблемы. Дженнис начала завидовать чрезмерному интересу Кэмерона к своей рабыне. Хукер решил, что должен восстановить контроль, и следующие 4 года Колин Стэн предстояло провести почти невероятно большую часть времени, закованной в темном ящике под кроватью. Час за часом, день за днем. Подолгу она лежала стесненная в замкнутом пространстве, и в жаркую погоду ее тело обливалось потом. Ей придется использовать подкладное судно, и оно останется там, как и она, до тех пор, пока Хукер не сочтет нужным выпустить ее на время принятия пищи и упражнений. В те дни она не носила повязки на глазах, но ничего не могла видеть в темноте. Ей приходилось нащупывать путь к судну и просто лежать и ждать, пока ее отпустят. Трудно представить, чтобы вас оставили в таком состоянии. Это было бы более жестоко, чем обычное одиночное заключение в тюремной камере. И справедливо предположить, что садист Кэмерон иногда намеренно оставлял Колин там на более длительный срок, чем обычно,
То, что он был способен на это, наглядно показывает один случай. Однажды в разгар лета хукеры решили отправиться в путешествие. Не особо задумываясь о рабыне, лежавшей в тесноте под их кроватью, они отправились в путь. При этом они оставили Калин запертой в душном ящике без еды и воды на 3 полных дня и ночи. Или, возможно, они думали о ней и решили добавить к своему удовольствию приятную мысль о ее неудобных условиях, в то время как они развлекались на природе. В любом случае, Калин оказалась в заперти, где было жарко, голодно и мучительно. Она не знала, как долго ей предстоит здесь пробыть. Она была в очень плохом состоянии, когда ее освободили. Но могла ли она вырваться? Это было возможно, потому что ящик был не настолько прочный. Однажды она выбила стенку ящика, но потом испугалась возмездия. Она сразу же призналась в содеянном, и Кэмерон укрепил ящик, решив не наказывать девушку за ее честность. В следующий раз ей могло не повезти. Она решила страдать молча. Позже было подсчитано, что всего она провела большую часть, более чем 1000 дней, перемежаемых лишь короткими периодами свободы, закрытой в ящике под кроватью. Некоторые из этих периодов длились до нескольких часов, но многие длились 10, 12 и более часов, иногда даже 24 часа без перерыва. Если мы возьмем среднюю цифру в 12 часов, это означает, что она была заперта как минимум на 12 тысяч часов. И это только в ящике под кроватью. Добавьте к этому месяцы, которые она провела в заточении в первом ящике, и общее количество окажется еще выше. Возможно, сумма будет доходить до 15 тысяч долгих, утомительных, темных и одиноких часов. После скандала с женщинами, Кэмерон придумал новые способы заставить свою рабыню оставаться послушной. Однажды он заставил ее направить ружье себе в горло и нажать на курок. Она повиновалась, не зная, что произойдет. Затем Кэмерон приказал Калин попрощаться с соседями, сказав им, что она возвращается в Калифорнию. Это могло бы объяснить ее отсутствие, потому что он собирался запереть ее в ящике на длительное время. Но поскольку она продолжала проявлять послушание, Кэмерон сначала любезно разрешил Калин написать 3 письма своим сестрам. Содержание было тщательно проверено на предмет чего-то несоответствующего. И сделать 1 телефонный звонок через таксофон своей семье. Эти действия должны были стать наградой за хорошее поведение, что было редкостью для Кэмерона Хукера. Естественно, он прослушивал этот разговор. Ему не стоило беспокоиться. Калин была так рада, что не сделала бы ничего, чтобы выйти за рамки. Вскоре была организована поездка Калин к своим родным. Но тут произошло нечто странное. Перед началом поездки Калин оказалась запертой в ящике на целую неделю. Это был действительно очень странный поворот событий. Несомненно, Кэмерон Хукер сделал это, чтобы напомнить ей о статусе рабыни и убедиться, что она поведет себя надлежащим образом во время посещения своей семьи. Это, безусловно, было сильным напоминанием, поскольку она никогда прежде не оставалась так долго в замкнутом пространстве. В конце концов, странное заточение закончилось, и начались приготовления к путешествию. Она должна была сказать семье, что Кэмерон – это ее молодой человек, программист. Калин не объяснила, где она была, и семья, думая, что они могли расстроить или обидеть ее своими расспросами, старались не требовать никаких объяснений. Визит должен был продлиться все выходные, но через 24 часа Кэмерон решил прервать его и увез Калин. Одна из ее сестер сфотографировала очень веселую Калин со своим новым парнем. Они думали, что она выглядела счастливой. Они не знали, как сильно она хотела сказать им правду, но не смела. Кратковременная свобода Калин подошла к концу, но вскоре ей предстояло узнать, что закончилось больше, чем она предполагала. Когда она вернулась в Ред Блафф, все действительно закончилось. Кэмерон все обдумал и решил по причинам, известным только ему самому, что пора посадить свою рабыню в тюрьму чуть ли не навечно. Это было очень странное решение в сложившихся обстоятельствах. Устал ли Кэмерон от бесконечных игр с пытками и жестоким обращением за те 3,5 года, что Калин находилась в его владении? Возможно, теперь он решил насладиться более пассивной формой садистского поведения. Просто постоянно держать свою рабыню запертой в темной тюремной камере под кроватью. Это, безусловно, облегчало жизнь. И он всегда мог вывести ее на очередной сеанс пыток, когда ему это было удобно. Какой бы ни была причина этого решения, Калин будет очень сильно страдать. Ей предстояло испытать эту ужасную форму одиночного заключения в течение следующих 3 лет.
Ее выпускали только для необходимых посещений туалета, для кормления, опорожнения подкладного судна и сношений с Хукером. Трудно представить себе почти бесконечное время, которое Колин провела взаперти, без радио, телевидения или книг для чтения. Единственные звуки в ее замкнутый мир доносились с кровати наверху. В худшие дни ей отводился час свободы, а затем 23 часа заточения. 27-й день рождения Колин прошел без лишнего шума, как и ее 21-й и предыдущие 6 дней рождений, а также Рождество, Новый год и другие праздники. Она провела в заключении 7 лет и начинала забывать свою семью и друзей. Ее новое существование стало всем, что она знала о жизни. Так будет до конца ее дней. Что бы ни потребовал Кэмерон, она должна была согласиться. Новый поворот произошел, когда Кэмерон потребовал, чтобы Дженнис и Колин занялись сексом друг с другом, пока он наблюдал за процессом. Это особенно обеспокоило Дженнис, которая теперь регулярно посещала церковь и была очень набожна. Вышло так, что именно Дженнис положила конец этой длинной саге. Собственная жена Хукера начала чувствовать себя виноватой в том, что происходит. К этому времени, в 1983 году, даже Колин отправили на работу, поскольку денег, как всегда, не хватало. Ее стали вновь показывать детям и соседям. Работала Колин горничной в мотеле. Жена читала Библию и начала беспокоиться о том, что происходит. Дженнис стала старше и, несомненно, утратила часть своей ранней наивности. В итоге она выпалила удивительную историю пастору церкви. А затем, в августе 1984 года, решила, что должна рассказать Колин правду. История ее мужа про могущественную компанию на самом деле была ужасной ложью. Этой информации было достаточно, чтобы Колин смогла вырваться от своего мучителя и бежать. Колин выбежала из дома и отправилась на автобусную остановку. Затем она позвонила Хукеру, чтобы сообщить ему, что она ушла. В ответ на это Кэмерон разрыдался. Она связалась с отцом, который перевел ей немного денег, и она направилась домой. Сначала Колин мало говорила о своей семье, о том, что с ней происходило все эти 7 лет. Но в конце концов, она решилась рассказать все родителям от начала и до самого конца. В последующие месяцы она не обращалась в полицию, но продолжала регулярно звонить Хукеру. На суде она объяснила это тем, что хотела дать Хукеру по просьбе Дженнис шанс исправиться. Через 3 месяца Дженнис сообщила о муже в полицию. Она сообщила в полиции Ред Блав, что Кэмерон похитил, пытал и убил Мари Элизабет Панхейк, которая исчезла 31 января 1976 года. Властям не удалось найти останки женщины. Из-за отсутствия вещественных доказательств обвинений в убийстве предъявлено не было. Когда подробности дела Кэмерона Хукера появились на первых полосах газет, многие не могли в это поверить. После того, как сенсационное дело вышло на свет, доказательства, представленные в суде, насчитывали 140 предметов, в том числе множество устройств для бандажа и кнуты, бесчисленные фотографии Кэмерона Хукера, на которых его жена и Колин были связаны и измучены. В большинстве своем были уничтожены, как только он узнал, что полиция идет за ним. Но некоторые снимки сохранились и послужили доказательствами против него в суде. Также было предъявлено несколько любовных писем, написанных Колин Кэмерону Хукеру, представленных защитой подсудимого в поддержку утверждения о том, что девушка добровольно стала его рабыней. Суд решил, что они были написаны под принуждением. По словам судьи, девушке неоднократно угрожали смертью, если она попытается сбежать или каким-либо образом не подчиниться Кэмерону. После нашумевшего судебного процесса, в ходе которого какое-то время странное пассивное поведение Колин Стэн работало против обвинения, Кэмерон Хукер был приговорен в 1985 году в общей сложности к 104 годам тюремного заключения. Это наказание включало 69 лет по 9 пунктам обвинений в изнасиловании, 10 лет за угрозы холодным оружием и 25 лет за похищение человека. Вынося приговор мужчине, судья заявил, что Хукер был самым опасным психопатом, с которым он когда-либо имел дело. Судья считал, что если Хукера когда-нибудь выпустят из тюрьмы, любая женщина, которая встретится ему на пути, окажется в большой опасности. Дженнис на суде свидетельствовала против своего мужа в обмен на полный иммунитет. Конечно, может показаться, что у Колин Стэн была склонность быть жертвой. Но это ни на мгновение не оправдывает действий Кэмерона Хукера или его жены. Но это объясняет ее намерение с такой готовностью подчиниться жестокому обращению,
особенно на последних стадиях, когда у нее было очень много возможностей сбежать. Какое-то время в ходе судебного процесса прокурор почти отчаялся выиграть дело. Настолько смиренной и покорной была позиция Калин Стэн. Трудно было представить, что она смогла поверить в сумасшедший договор о рабстве, но это действительно оказалось поворотным моментом, ибо с этого времени ей была предоставлена большая степень свободы. И все же, еще более 6 лет она подвергалась бесконечным издевательствам. Наверняка, когда она часами лежала в этой замкнутой камере, или висела на ремнях, или чувствовала удары плетен в своей обнаженной спине, она должна была чувствовать какое-то желание сбежать, какую-то зарождающуюся искру мятежа. Возможно, эта пассивность в конце концов спасла ей жизнь. Восстание вполне могло привести к ее смерти. В конце концов, она была близка к этому в ванне. Кэмерон Хукер, несомненно, был в силах убить мятежного раба. И кажется возможным, что он действительно убил предыдущую рабыню, хотя это никогда и не было доказано. В истории Калин Стэн, представленной публике, особое внимание уделялось некоторым аспектам ее заточения. Пресловутому ящику для пыток, подвешиванием и поркам, устройством для связывания, попыткам утопления. Калин подвергалась бесконечному физическому насилию. Ее много раз хлестали, растягивали, обжигали, пытали током, чуть не утопили. Она также временами голодала и подвергалась всевозможным сексуальным домогательствам. Ее держали с завязанными глазами и с кляпом во рту в течение длительных периодов времени. Фактически, она находилась с постоянно завязанными глазами в течение не менее 8 месяцев. Сенсорная депривация проявлялась главным образом в форме тошнотворного ящика для пыток, надетого на ее голову, что фактически низводило ее до положения инвалида, слепого, глухого и немого. Но есть еще один аспект рабской жизни Калин Стэн, к которому нельзя относиться легкомысленно. Долгие и частые периоды вынужденного бездействия. Они начались в первый же день ее новой жизни. Время, проведенное привязанной к вешалке в подвале. Попробуйте сами, лежа на своей кровати, вытянуть руки над головой и лежать так целый час без какого-либо движения. Вскоре вы устанете, и этот час покажется вам вечностью. Калин оставляли так лежать обнаженной и незащищенной, растянутой на скамейке не на час и не на два, а на много-много часов. Целый день проходил без возможности пошевелиться, без возможности снять напряжение. Нельзя было ничего поделать, кроме как просто лежать и ждать возвращения единственного человека, который принесет облегчение – ее хозяина. А помимо этого на ее голове еще был ящик, который ограничивал зрение, слух, а нередко и нормальное дыхание. И мало что изменилось, когда пришло время переместить Калин в первый ящик, похожий на гроб. Здесь она лежала в темноте, со все еще завязанными глазами, иногда с кляпом во рту. Ее запястья и лодыжки были связаны цепями за спиной, а цепь была закручена вокруг ее шеи таким образом, что вытянуться прямо было невозможно. Она могла только лежать, прогнувши спину назад. Место поменялось, но срок заключения был тот же, неопределенный. Могли пройти часы, пленница понятия не имела, сколько времени пройдет до того, как придет освобождение, и ее выпустят на свет, чтобы накормить и напоить, как какое-то животное в зоопарке. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем Калин Стэн либо оставляли растянутой на дыбе, либо запирали в ящике гробу. Несомненно, какое-то время она спала, но гораздо дольше она бодрствовала. О чем она думала? Как занять ум в таких обстоятельствах? Этого было достаточно, чтобы свести человека с ума. Затем настал черед последнего и самого используемого ящика, того, что стоял под кроватью хозяина. Калин должна была знать, что внутри этого ящика проходили не недели и месяцы подряд, а годы. Время от времени, а затем в течение 3 полных лет, практически каждый день, Калин была заперта в этой темной тюрьме. Она не была прикована цепью, но временами там проводила больше времени, чем раньше, и ей приходилось пользоваться подкладным судном, предусмотрительно предоставленным хозяином. Как всегда, Калин понятия не имела о времени, не знала, как долго она будет лежать в темноте. Однажды ее заперли на 3 жарких дня без еды и воды. Температура в те дни достигала 38 градусов по Цельсию. А однажды она лежала внутри 7 дней без перерыва. Чтобы не умереть с голоду, девушка вынуждена была поедать объедки. Почему они оставили ее там? Она не осмеливалась стучать по стенкам ящика или кричать.
Она знала, что лучше не выходить оттуда. Как всегда, Кэмерон демонстрировал свое хозяйское положение. Рабыня ничего не могла сделать, не могла жаловаться. Она должна была просто ждать расположения хозяина. Можно только догадываться, как Кэмерон наслаждался этой неделей, наслаждался ощущением своей абсолютной власти. Он, конечно, прекрасно знал, что его рабыня будет сбита с толку. Тем лучше. Представление о запутанном состоянии Колин добавит ему удовольствия. День за днем он собирался открыть ящик, но затем сознательно решал оставить ее внутри еще на 24 часа. В 1991 году американское телевидение показало интервью с Хукером, которому тогда было 38 лет. Трансляция велась из тюрьмы. Сообщалось, что хотя он был приговорен к длительному сроку тюремного заключения, он может быть освобожден в 2022 году. Он мало говорил, что указывало на то, что он не испытывал раскаяния за содеянное. Он улыбался и смеялся, рассказывая о некоторых аспектах дела. Создавалось впечатление, что если бы у него был шанс, он бы с удовольствием захватил еще одну девушку и повторил бы все это снова. В какой-то момент он поручил Колин помочь ему подготовить темницу для будущих рабов. Он выразил желание поработить несколько женщин. Он заставил Колин помочь ему вырыть глубокую яму под сараем рядом с трейлером, а затем поместил туда саму Колин с целью проведения испытаний. Подземелье было оснащено соответствующими крюками и шкивами. Предполагалось использовать их, чтобы обездвижить рабов и удерживать их в любом желаемом положении столько, сколько потребует хозяин. Однако из-за сильного дождя яму затопило, поэтому ее дальнейшее использование оказалось непрактичным. Первоначально не имевший права на условно-досрочное освобождение до 2022 года, срок заключения Кэмерона Хукера был снижен на 7 лет, до 2015 года, в рамках калифорнийской программы условно-досрочного освобождения для пожилых людей. 16 апреля 2015 года ходатайство Хукера об условно-досрочном освобождении было отклонено, вследствие чего Хукер получил право на повторное слушание в 2030 году. Однако из-за пандемии COVID-19 официальные лица Калифорнии связались с Колин Стэн и сообщили ей, что рассматривают возможность условно-досрочного освобождения Хукера в марте 2021 года. Власти назначили слушание на сентябрь 2021 года, чтобы решить, следует ли классифицировать Хукера как сексуально-агрессивного преступника, что приведет к его заключению в государственной больнице. На данный момент Кэмерон Хукер все еще находится за решеткой. После суда Колин Стэн училась на бухгалтера, и, как сообщалось в статье New York Daily News от 9 марта 2014 года, пыталась перейти к нормальной жизни, но ее преследовала череда несчастий, неудачные браки, а также проблемный ребенок, который угодил в тюрьму. Стэн также стала волонтером в Центре приюта для женщин Рейдинга, организации, которая помогает женщинам, подвергшимся насилию. Дженнис вернула свою девичью фамилию Лэшли, работает младшим социальным работником и работала специалистом в области психического здоровья. Стэн сменила фамилию, и Дженнис и Стэн продолжают жить в Калифорнии. Друг с другом они не общаются.